Всем добрый вечер. Мы, как и обычно, начинаем читать нашу книгу «Башня с воспоминаниями». Остановились мы на главе 10. Очень интересная глава «Обсерватория». Так что ставьте лайки, подписывайтесь, а я начинаю читать. Глава 10. Обсерватория. Широко раскрытыми от удивления глазами Нэнси оглядывала обсерваторию. Маленькая восьмиугольная комната походила на фонарное помещение миниатюрного маяка. Солнце освещало ее через 4... Чего? Поставьте лайк. Угу. Только повнять не говорят, а непонятно. Хорошо. Хорошо. Солнце освещало ее через 4 арочных окна, бросая радужные отблески на белые стены. Сюда могли войти не больше 4 человек, да и тем было бы тесно. Вдоль стен стояли 2 деревянные скамьи с обитыми темно-синими бархатом сидениями, а в середине находился высокий медный телескоп с направленной на окно слева трубой. Дашь мне тоже попить, пожалуйста? Спасибо. Нэнси покрутилась на месте. Из башни открывался восхитительный вид. Это, наверное, самая высокая точка во всем городе. Вдали простирались зеленые луга, испещренные черными точками. Паслись животные. Крыши домов с черепицей разных цветов напоминали лоскутное одеяло, над которым поднимались изогнутые дымоходы и кирпичные трубы. Внизу Нэнси разглядела продавца газет, который раньше выкрикивал заголовки про связь кометы с землетрясением. Девочка смотрела на мир из секретной башни, словно птица с неба. Если от этой картины и днем глаз не оторвать, можно представить, как тут красиво ночью. Башенка придает старому дому невыразимое очарование. Неудивительно, что дедушка так гордится, что его семья владеет им много лет. Вдруг изнутри одной скамейки донесся тихий стук, который эхом отразился в маленьком помещении. Нэнси пошатнулась, потянула руку, чтобы удержаться за что-нибудь, и чуть не столкнула телескоп с поставки. Синее сиденье справа от нее раскачивалось, словно лодка. Что происходит? Девочка взяла себя в руки и вспомнила, зачем пришла сюда. «Виолетта, это ты?» – прошептала она. «Да», – приглушенно пропищали из-под скамьи. «Кажется, я застряла. Можешь мне помочь?» Нэнси ухватилась за край сиденья и подняла его. Под ним оказалась младшая сестра, которая тут же развернулась как ежик и встала. «Очень уж долго ты меня искала». Виолетта потянулась, щеки у нее пылали. «Я не сразу тут спряталась, но это место гораздо лучше, чем прежнее. Правда здорово? Здесь можно играть, устраивать чаепитие». Нэнси заметила, что сестра что-то держит в руке. «Что это?» – спросила она, помогая девочке выбраться из ящика скамьи. «Я нашла ее здесь». То была небольшая книжка в синей обложке с золотистыми буквами и с иллюстрацией, изображающей смотрящих в ночное небо детей. Краткий справочник созвездий. Нэнси взяла книгу в руки и пролистала ее. Внутри были рисунки созвездий, а на форзаце значилось написанное карандашом имя – мистер Персиваль Дуглас. Виолетта прижалась носом к стеклу арочного окна. «Смотри, Нэнси, видишь коров? Мы на самом краю города. А вон то высокое здание. Как думаешь, что это?» «А какой чудесный телескоп. Интересно, нам разрешат посмотреть на комету?» «А зачем это маленькое колесико?» «Ой, Нэнси, помоги мне!» «Нет, какая?» «Как?» «А, это ты у меня спрашиваешь?» Сейчас я тебе скажу, как она будет называться. Нет, нельзя. Хорошо. Она будет называться. Телескоп? Ну, возможно, да. Хорошо. Ты откуда знаешь? «Ой, Нэнси, помоги мне!» Бум! Увидев, что случилось, Нэнси подавила вскрик и бросила книгу. Телескоп накренился, но упасть на пол ему помешала скамья. «Виолетта, что ты наделала?» – закричала Нэнси, бросаясь к трубе. Прибор оказался очень тяжелым, и у девочки не получилось поднять его. Дедушка сказал, что телескоп старинный, а значит, он наверняка очень ценный, только бы ничего не сломать. С винтовой лестницы послышались приближающиеся тяжелые шаги.
«Девочки!» В башне появилась встревоженная мама, и стало совсем тесно. Все трое были как великаны, которые пытаются уместиться в галошу. «Что же вы делаете, негодницы?» – воскликнула мама, увидев упавший телескоп. «Прости меня, мамочка», – захныкала Виолетта. «Мне, честное слово, очень стыдно». Мать плотно сжала губы и помогла Нэнси поднять прибор. Направив трубу на то же окно, что и раньше, она посмотрела в окуляр. Изображение мутное, но, к счастью, линза не разбилась. «По-моему, дедушка запретил вам подниматься сюда». От ее испепеляющего взгляда Нэнси почувствовала себя маленькой, будто муравей. «Думаю, Виолетта об этом не знала. Мы играли в прятки», – пробормотала она. «Я просила тебя присмотреть за сестрой и вести себя тихо, но за одно только утро мы имеем сломанный карниз и упавший телескоп. Куда это годится?» – гневно проговорила мама. «Это и правда случайность. Трудно все время сидеть дома», – оправдывалась Нэнси, снова мысленно недоумевая, почему они должны прятаться, но понимая, что сейчас неразумно задавать вопросы. «Да, это так скучно. Можно нам пойти погулять?» – заныла Виолетта. «По субботам мы с папой и Монти всегда ходим в парк». Мать только тряхнула головой и жестом приказала девочкам спуститься по лестнице. Сама она задержалась, чтобы поставить на место бархатное сиденье скамьи. Уходя, Нэнси оглянулась и увидела, что мама подняла книгу о созвездиях и вдруг бросила ее, словно горячий уголь. Однако заметила девочка и другое. Телескоп был направлен не в небо, а на крыши домов. В таком положении он стоял с самого начала. А это значит, что прошлой ночью мама и дедушка наблюдали вовсе не за кометой, ее так и тянуло подойти к трубе и посмотреть в окуляр, чтобы выяснить, зачем следят ее родные. Когда она спускалась по ступеням, мятежное настроение только обострилось, и девочка уже раздумывала, когда можно будет вернуться сюда и заглянуть в телескоп. Может, тогда одной тайной станет меньше? Вот мы и прочитали следующую главу. Ставьте лайки, подписывайтесь. А ты, Ален, не угадала. Следующая глава 11. Загадочный сверток. Но это мы узнаем чуть-чуть позже. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь. Точно. Хорошо.